Добрый день, друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам, как можно сделать светильник из папье-маше. Но только вот беда. В интернете миллион видео о том, как можно сделать такой светильник, и очень мало видео о том, как его можно задекорировать. В большинстве видео показывают, что светильник окрашивают в черный цвет и внутри красят золотым цветом. И получается замечательный лофтовый светильник. Но что делать, если вам совсем не нравится такой стиль? Или вы не хотите, чтобы форма была неровная? В одном из своих предыдущих видео я показывала технику, как с помощью шпатлевки и настоящих цветов можно задекорировать светильник. В сегодняшнем выпуске я покажу вам абсолютно другую технику. Смотрите видео до конца, и я покажу вам новую технику, как с помощью акриловых красок и популярной техники акриловой заливки или по-другому Fluid Art можно сделать замечательный и уникальный светильник, который будет только у вас. Для начала необходимо сделать массу папье-маше. Я очень много раз описывала этот процесс, и сейчас я не хотела бы на этом останавливаться. Если вы не умеете изготавливать такую пасту, то можете посмотреть мои предыдущие ролики или также прочитать в описании к видео, как это делается с уже готовыми пропорциями. Далее необходимо выбрать форму для вашего светильника. Для формы вы можете использовать то, что у вас есть под рукой. Я взяла пластиковый салатник, который продается в магазине Leroy Merlin. Вы также можете использовать любые металлические, пластиковые или керамические формы. Главное, чтобы они были жесткие и держали форму, а также не потребовались вам в ближайшую неделю. Форму я обтягиваю пищевой пленкой и кончики пленки фиксирую малярным скотчем, чтобы он случайно не попал в массу и не приклеился к ней. И далее начинаю наносить массу на поверхность. Здесь можно наносить в абсолютно любом порядке. Кто-то любит начинать снизу, кто-то любит начинать сверху. Абсолютно никакого значения не имеет. Главное, следите за тем, чтобы толщина слоя массы была примерно одинакова. Я накладываю массу с толщиной где-то 0,5-0,7 мм. Толстый слой массы папье-маше придаст вес вашему светильнику, а слишком тонкий светильник можно повредить в момент, когда вы будете извлекать его из формы. Поэтому золотая середина во всем. Отверстие для патрона я делаю сразу, приблизительно посередине моей формы. Также вы можете сделать это потом, просверлив необходимый диаметр по размеру патрона. Руками я стараюсь разгладить поверхность светильника, чтобы сделать поверхность максимально ровной. И вот в таком виде оставляю светильник на 5-7 дней, чтобы он полностью высох, после чего я аккуратненько снимаю форму. Конечно же, это не все так просто, как показано в видео. Я предварительно делаю надрезы, и после этого уже светильник легко вынимается из формы. Следующим этапом я буду использовать финишную шпатлевку. Это уже готовая смесь шпатлевки. Я буду накладывать ее на светильник с помощью шпателя и аккуратненько разравнивать, чтобы мне сгладить поверхность и чтобы у меня ушли вот эти бугорочки от массы. Это делать не обязательно, этот этап вы можете пропустить, если форма вас устраивает и вы не хотите ее идеально выравнивать. Я захотела более гладкий, более ровный светильник, а также я использую шпатлевку, чтобы закрепить массу папье-маше и сделать ее более твердой. Единственный минус этого процесса, что необходимо ждать, когда высохнет шпатлевка, а также после этого светильник необходимо будет аккуратненько зашкурить. Сначала я наношу шпатлевку с помощью шпателя снаружи, а затем через 20-30 минут после того, как шпатлевка схватится, уже с помощью перчатки распределяю шпатлевку на внутренней стороне светильника. С помощью перчатки наносить гораздо удобнее. Конечно, получается не так ровно, как со шпателем, но из-за неровной формы это делать просто удобней. Так как слой шпатлевки тонкий, светильник высыхает быстро в течение часа-полутора, и можно приступать к его шлифовке, и далее будем декорировать. Чтобы ваши инструменты служили вам долго, их необходимо сразу очищать после работы со шпатлевкой. Для этого я всегда держу под рукой туалетную бумагу, очищаю от шпатлевки, от строительных материалов, и только после этого я уже мою их в раковине под водой. Ну а дальше с помощью грунтовки глубокого проникновения прохожусь по всей поверхности светильника, обеспыливаю поверхность и укрепляю шпатлевку. Я специально покажу вам вблизи, как выглядит светильник, чтобы вы понимали, что даже после шпатлевки, даже после ошкуривания он не выглядит идеально ровным. Его поверхность все равно слегка шероховатой с небольшими выемками.
Для начала я размечаю светильник. Мне необходимо разделить его на 12 одинаковых частей. Размеченные зоны я буду покрывать белой и черной акриловой краской. Если вы не уверены в том, что сможете аккуратно кисточкой провести ровную полоску и окрасить в черный цвет поверхность, не испачкав при этом белую, то я могу порекомендовать вам использовать малярный скотч для разделения поверхностей. Сначала я заклеиваю поверхность малярным скотчем в тех местах, где у меня будет белая краска, и дальше спокойно окрашиваю оставшуюся часть в черный цвет. После того, как краска высохнет, снимаю малярный скотч и окрашиваю оставшуюся часть белой акриловой краской. Белая акриловая краска не сильно укрывистая, поэтому для более плотного цвета вы можете нанести в 2 слоя. Не переживайте, если у вас не получились идеально ровные линии, потому что следующим этапом мы будем делать акриловую заливку, и большая часть этого рисунка будет закрашена. Черно-белая шахматка останется видна только в самом низу по краю светильника. Но если все-таки вы настоящий педант и вам необходимо сделать идеально ровную линию, то вы можете воспользоваться акриловым маркером черного цвета и убрать все неровности с помощью маркера, аккуратно проводя линию и исправляя недочеты. Дальше я вновь беру малярный скотч и заклеиваю отверстие с внутренней стороны и делаю аккуратный кружок с наружной стороны. Я буду делать акриловую заливку, и я не хочу, чтобы внутренняя часть у меня закрасилась и лишняя краска полилась внутрь. Для заливки я буду использовать строительную акриловую краску. Я подготавливаю специальный раствор 3 цветов – белый, черный и розовый. Состав для акриловой заливки должен быть жидкий, текучий. Смешивается между собой клей ПВА, акриловая краска и колер нужного цвета. Ну и, конечно, весь состав разбавляется водой для того, чтобы краска была текучей. Существуют специальные медиумы для акриловой заливки, но для домашнего творчества можно вполне обойтись и без них. Пропорции для раствора вы видите на экране. В качестве колера можно использовать акриловые краски или строительные колеры. Чтобы в акриловой заливке получились красивые ячейки, используют специальные присадки или добавки на силиконовой основе. Я использую вот такую покупную добавку из силикона. Я добавляю буквально пару капелек в раствор только лишь белой краски и начинаю смешивать между собой 3 цвета. Черного я добавляю совсем чуть-чуть. Черный очень насыщенный цвет и может собой заполнить все пространство, поэтому его добавляем меньше всего. Так я поочередно добавляю цвета так, чтобы они ложились слоями. Стаканчик я держу слегка под наклоном, чтобы краски не смешались между собой раньше времени. И теперь необходимо аккуратно перевернуть стаканчик на самую верхушку светильника и дать краске аккуратно стечь под собственным весом и растечься аккуратными волнами по светильнику. Это, безусловно, очень волнительный момент, потому что здесь уже от тебя ничего не зависит. Тот результат, который будет в итоге, он будет уже формироваться в зависимости от того, в какую сторону потечет краска. Я вижу только одно, что ячейки получились очень классные. И цветовая гамма, которая сложилась, отлично сочетается с той шахматкой, которую я нарисовала в начале. Обратите внимание, в акриловой заливке я всегда использую вот такую подкладочную пеленочку, на которую краска стекает и впитывается. Это очень удобно, потому что если использовать клеенку, то краска будет размазываться, а вы можете легко испачкаться в ней.
Когда красочка достаточно растеклась, вы оставляете светильник на пару дней, чтобы она окончательно высохла. И после этого убираем скотч. С одной и с другой стороны продавливаю пальцем, он легко снимается. Проверяю, насколько хорошо просохла краска, нет ли нигде влажных мест. Краска отлично высохла. И теперь будем декорировать внутреннюю поверхность. Для этого я также пленочкой защитила внешнюю поверхность. Для декора буду использовать золотистый аэрозоль. Тщательно взбалтываю баллончик и после этого покрываю им полностью всю внутреннюю поверхность светильника. Далее покрываем защитным акриловым лаком и светильник готов. Остается только вкрутить патрон, зафиксировать его с внутренней стороны. Ну и посмотрите, какая красота получилась. Остается только один маленький штрих. Когда краска стекала, потеки были очень аккуратненькие, и они мне очень понравились. Но после того, когда краска высохла, потеки показались мне слишком тонкими и неаккуратными. Я решила их убрать. Не все, но частично. Я взяла канцелярский ножик, срезала краску, зашкурила и заново покрыла черной и белой акриловой краской. И добавила очень тоненький контур золотой краски. И только после этого покрыла все защитным акриловым лаком. Посмотрите, какой получился удивительный рисунок. Он точно неповторим и в единственном экземпляре. И такой светильник будет только у вас. Вы можете выбирать абсолютно любые цвета, подходящие к вашему интерьеру. Сделать, например, не светильник, а абажур для лампы. А если вам понравился именно этот светильник, то вы можете приобрести его в моем магазине. Ссылочка в описании к видео. Там же есть и все остальные мои работы. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, обязательно пишите комментарии к видео и жду вас, впереди еще много интересного.